Думаю, многие из вас слышали про такую замечательную игру, как Геометрия-бегун? возможно, кто-то в нее даже играл. На YouTube есть множество роликов о том, как эту игру воссоздают в 3D. Однако еще никто на YouTube не пробовал сделать версию для шлемов виртуальной реальности. И я, как счастливый обладатель шлема от экстремистской организации, решил попробовать воплотить данную идею в реальность и записать об этом видео, которое вы сейчас и смотрите. И если вы тоже обладаете виртуальным шлемом, вы уже можете скачать игру по ссылке в описании, или даже покопаться в исходном коде, который я разместил на гитхабе. Всем привет, дамы и господа, с вами снова я, Among Us. Поехали! Итак, включаем компьютер, ждем пока загрузится, запускаем Unity Hub, создаем новый проект, придумываем крутое название, еще раз ждем пока загрузится и вуаля, можно начинать работу. Если кто-то начинает работу над игрой с главных механик игры, то я выбрал свой путь и начал работу над игрой с главной менюшки. Так как я почти на все лето уехал в деревню, у меня произошел откат к древнегреческим технологиям. Поэтому в первые дни разработки никаких записей я не делал. После того, как я доделал менюшку, которая в процессе разработки еще много раз поменяется, я начал делать сам геймплей. Первым делом я сделал так, чтобы игрок постоянно двигался вперед, а также добавил возможность прыгать. Все как в оригинальной игре. Затем я добавил блок и шип. Сделать блок было несложно, ведь в Unity уже есть заготовка в виде 3D куба, которой я и воспользовался. Сделать шип было чуть-чуть сложнее, так как заготовки в виде 3D треугольника в Unity не было. Поэтому запускаем Blender, включаем Edit мод и перемещаем все верхние точки в центр. И вуаля, моделька готова. Осталось только перенести ее в Unity и сделать так, чтобы при касании шипа игрок останавливался, а уровень перезапускался. Затем я сделал желтый орб и батут. Орб подбрасывает игрока наверх, если тот касается орба и нажимает на кнопку прыжка. А батут делает то же самое, но даже если игрок не нажал на кнопку прыжка. И теперь пришло время протестировать игру на моем Oculus Quest 2. Так как я ограничен своими древнегреческими технологиями, я не могу просто так взять, подключить шлем к ноутбуку и запустить игру на нем. Вместо этого надо сначала переключиться на Android, потому что Oculus Quest 2 работает на немного переписанном андроиде, сделать здесь APK-файл, включить шлем, подключить его к ноутбуку, открыть программу SideQuest и через нее установить APK-файл на шлем. После того, как я убедился, что все работает, я решил сделать переключение режимов игры. В оригинальной игре, кроме стандартного куба, есть, например, кораблик, который при удерживании кнопки прыжка подлетает вверх, в ином случае падает вниз. Вообще, логичнее всего было бы назвать его самолетиком, ну окей, допустим, ладно. После этого я снова протестировал игру в шлеме, снова убедился, что все работает как надо, и решил перейти к постройке самих уровней. Естественно, строить их в редакторе Unity я не буду, ведь если я так и буду делать, то когда я доделаю первый уровень, в оригинальной игре уже не то, что версия 2.2, а уже 2.3 выйти успеет. Поэтому, поискав немного на ютубе, я нашел видеоурок, в котором рассказывалось о том, как сделать редактор уровней, в котором можно, собственно, строить уровни и сохранять их в виде файла. Немного отредактировав код оттуда, я сделал так, чтобы уровень загружался в саму игру. Чтобы немного упростить себе процесс их создания, я решил сделать отображение вейвформы мелодии, как во всяких программах для работы со звуком. Естественно, не без помощи видеоуроков на ютубе. И после того, как я полностью доделал редактор уровней, все, что осталось сделать, это, собственно, построить все уровни. Ну и, конечно же, пофиксить баги. Да. И спустя чуть больше месяца работы над игрой, я ее полностью доделал.
Если вы тоже являетесь владельцем шлема от экстремистской или любой другой организации, то вы можете пройти по ссылке в описании, скачать игру и установить ее по инструкции, которую вы сможете найти на той же странице. А если вы еще и являетесь самым настоящим хакером, который в считанные секунды способен взломать Пентагон с использованием HTML и CSS, то вы можете пройти по ссылке в описании и ознакомиться с репозиторием игры на гитхабе. Более того, вам никто не запрещает клонировать этот репозиторий и развивать этот проект по-своему, в то время как я буду заниматься разработкой игры Jumping Pixel, моего основного на данный момент проекта, разработка которого началась уже почти год назад. И, кстати говоря, о нем. Прямо сейчас, перейдя по одной из ссылок в описании, вы можете записаться на закрытое бета-тестирование игры. Плюсы участия в нем заключаются в том, что вы, во-первых, попадете в титры игры, когда она выйдет, а это произойдет где-то к концу года, а во-вторых, вы будете иметь доступ к закрытым бета-версиям, в которые больше никому не удастся поиграть. И если это вас заинтересовало, как я уже говорил, пройдите по ссылке в описании. Еще можете подписаться на мой телеграм-канал и зайти на мой дискорд-сервер. Всем пока! У меня произошел откат к древнегреческим технологиям. А уже 2.3 выйдет, успеет. Взломать Пентагон с использованием речи. И ознакомиться с репозиторием.